I am Soft Drink. How's it going? And I am M. Night. Hello, resident of Fever Planet and Earth. That is excellent. They're going to be talking a lot more. I'm going to be talking a lot less. We're just going to get started. Тут будут комментаторы, которые будут комментировать эту игру, потому что раннер будет очевидно занят. Ибо это ваш типичный шут'ем-ап. Причем шут'ем-ап аркадный, который очень сильно любит жрать ваши деньги. Это получается инди-аркада, да? Потому что разработчик. Как он сказал, это какой-то никнейм похож на то. Ну, почему? Просто в то время как бы все игры разрабатывались там, ну, очень часто аркадные игры разрабатывались поодиночке. Какой-то одной фирмы. Да. Ну, Dangun, по крайней мере, точно был раньше на аркадах. Да. А сейчас мы играем на... Да, а сейчас мы играем на порту, на порте для PS4. Есть какая-то прелесть в том, что старые аркадки портируют на современные консоли. Ну, спасибо, что не плохо, будешь... что с них берут деньги. Ну, там уже, да. Insert coin. All right, so this is Dangun Так, Feveron, важная часть сетапа спидрана. 1990 vertical Снять очки и scrolling наушники. You might know from previous GDQ events. They're famous for Собственно, kind of надеть. bullet hell style shooters. Да. This is something Ну, very different. здесь мы выбираем What we самого refer to as a caravan shot. We'll explain a little bit more быстрого, what that means later. Collect is gonna be playing type самый быстрый самолет, а также выбираем все дополнительные бомбы, которые мы будем использовать. I believe, and this is a kind of a scoring ship. The У bomb нас here тут is будет missile торпед. power. We'll explain that a little bit Никогда, more in a sec. честно, не видел But suffice спидрана to say, по speaking the Аркамайду. fastest possible type. Ну, их основная задача просто убить как можно быстрее все, что видишь, и не умирать. Как говорится, just don't die Mao. Да, наша задача как можно быстрее защищать противников. Even though the stages are fixed length, the faster you kill an enemy wave, the sooner the next one shows up. So you have Да. collects will speedrun every individual Сейчас enemy объяснил, wave что in the game. враги To get more появляются waves, быстрее, to get more если ты points. будешь убивать их быстрее, соответственно. Ну, так же, как в игре фиксированная The next длина. wave will spawn sooner. Да, так же как в тех шмапах, просто есть арены, которые нужно пройти, и арена заканчивается, когда либо все противники умирают, либо проходит таймер этой арены, когда все противники там типа делают парочку кругов и улетают обратно куда-то. Ну и поэтому в самом начале мы будем ошиваться в самой верхней части экрана, расстреливая все, что мы можем расстрелять, уворачиваться от всего, что должно быть, от чего должно быть от чего должны мы вернуться. And that is very important Благо, because если очень быстро... Дамагу напоминает. counter is Ну, basically the value приходится- of everything you destroy. Ладно, да, Like, if you японская destroy an аркадная enemy игра and для the chain has ты летаешь и died, стреляешь its value will шалом, да, revert to справедливо. 1 or like 2 or 3 Только points. But тоху if сегодня you keep your показывали. chain going, you can get like many Космическая points. тоха And, получается. that is gonna be really important for scoring, because collector's goal is gonna be Офигеть, топ-даун playing the game, шут'ем-ап. surviving the onslaught, Похож на Данмак. There were those Ты знаешь, как сказать, что Unfortunately, well, it's still the first stage, so Half-Life очень losing сильно the похож chain на there is CS-like not the игру. biggest penalty, Слушай, but ну, it's gonna cut мои into the познания boss в value, играх because boss равняются value is also нулю. based on your current chain and Я что-то total сам amount of указывал. discommand you've collected. But at least Тем временем у нас it первый won't босс. penalize Он не you очень for сильный, survival. он не очень Ну, сложный. So Не очень умный босс, получается. Yeah, at that point in Ну, the stage, it won't be too much of a penalty. да. Тебе нравится И The экран number of результата? cyborgs that you collect does Да, influence when игра you очень сильно get the вдохновлялась life диской, extend. I think it's поэтому the life extend is at 2000 здесь collected. такая музыка yeah, сейчас there's соответствующая. a window on the right side with extend info. Какого There's это some sort of 90-го, countdown получается? that was Да, added 98 год. that tells you how many discommand Kleck still needs to collect before the one and only one up in the game will appear. Because yes, this game is difficult and stingy. Стоп, You ладно, я get думал, что это похоже на дамаг, 3 потому что тебе надо lives это... by default when you Потому что он start. так, There's a one up. And that's about короче, it. пытался, типа, If не you're попасть used по to нему вот other эти cave вещи, которые games летают по экрану. that usually Хорошее give you объяснение, кстати. 2 extra lives Но он, and оказывается, extra их life, собирает. there's Да, none это of то, что мы that должны here. собирать. Ну, тут еще будут элементы данмака, потому что игра очень Now, быстрая. starting in stage 2, one thing Просто you'll пока notice, что это, is ну, very aggressive самые начальные use of уровни. Ну да, missiles но at то это и the аркада. extreme edges of the screen. Like Увеличиваем on one side, сложность с dropping a каждым missile, on уровнем, the other side, dropping a missile. чтобы собирать Those монетки missiles, when they hit an потом в enemy, конце. will explode and start a Ой, chain смотри, reaction монетки. if they destroy an enemy. Ей. And so you can get situations like this, where an entire wave of Я enemies про is другие монетки obliterated имел в by just one На самом carefully деле. placed missile.
that allows you to clear out the waves much Знаем, faster. It насколько generates more disco men, which is аркадная, в good for принципе, score. игровая индустрия была But it also requires pretty жадной, precise что ли, positioning на and деньги. timing. Ну, И они да, специально да. This is делали a very advanced некоторые weapon. антигеймплейные паттерны, чтобы собирать больше монеток. Да, паттерны, которые можно было только пройти, только если ты знал про них. Это особенно было популярно в этих в шутерах с пистолетами, там, типа House of the Dead. О, боже мой, ну... Да, Кстати, да. блин, я бы хотел посмотреть на хотя бы один раунд, потому что эта игра... У этой игры есть... У этой игры есть один спин-офф. Typing of the Dead. А его показывали, между прочим, на Есе, по-моему, даже. But it does have a Я little bit of a помню, где-то catch because показывали if he это misses недавно, with one но of those missiles, then it can throw off the я timing даже сам for, играл, you know, мне subsequent enemy waves and even change даже the не то, entire чтобы route. геймплей нравился, а именно то, как в свое время игры на японские консоли с английской озвучкой имели вот эту такую специфичную английскую озвучку непрофессиональную. Вот как раз эта игра очень прославлена этим. Вообще, старые японские игры — такая прикольная тема, смешная. Когда Там в люди... целом на Dreamcast такое было. Да. Ну, просто люди в то время делали реально игры тупо по рофлу, тупо ради шутки. Не, ну потому что не хотелось творить. Японские игры делались как бы серьезно, просто у них не было возможности профессиональную английскую озвучку достать. Ну, это тоже. No, and С другой most as стороны, soon as Typing of the you Dead, can конечно, for a очень couple интересный scoring пример ships серьезной coming out игры, in, stage где 3, мужик бегает с and just for survival in этим, the later game. с клавиатурой. I noticed here Там he прям drops the целый, missiles very early and low ну, on the screen. я They знаю, actually конечно, build in что многие power, уже, as you наверное, can see in знают that о сюжете, widget но on the там right. The достаточно longer that they exist on the screen, неплохо so in an прописан был boss сюжет fight в like этом this, плане. sometimes you want to drop them very Что они low, Терять very early, пушку so с they have time to клавиатурой. build up and do more Да. damage. Деревня второй, второй босс. Уже пошли до второго босса. А сколько тут всего уровней получается? Черт его знает. Ладно, Наверное. будем считать, что их 10. Especially 'cause you can Наверное, only have поменьше, 3 штук of them on the 6. screen at once. Обычно именно столько их вставляли в старые игры. Ну, может быть и 6, но... Это ваш типичный босс космический корабль. У него несложный паттерн, он просто выпускает пули перед собой. But did some damage to the center part of the body before blowing off the 2 wings. Ну ладно, не настолько просто. Opportunity to avoid the most dangerous pattern at the end of this fight. Этот последний паттерн был достаточно сложный. Что у этого космического шутера у него же... Мне нравится подобный шутер, потому что они, типа, не заставляют... Точнее, они не... грубо говоря, боссы не являются одной частью. Они могут разделяться на 2 части, например. То есть вот как вот прошлого босса, у него было 2 боковых руки. Ну да, там да, это 2 лазера и центральный. Да, соответственно, их тоже надо разрушить, чтобы, типа... Чуть-чуть проще было играть. Я предположу, чтобы разрушить босса. Ну, чтобы разрушить босса, там как бы переходишь между стадиями, когда убиваешь эти руки. Да, вот стадии у боссов еще есть. Speaking of disco men and strategies to get more of them, what they did right there was letting an enemy go at the beginning of stage 3. There's some sort of glitch you can do when that enemy is not considered as off-screen or removed, so it prevents some waves from spawning. And you're thinking, wow, but you want more waves to spawn, right? Yes, but here, those enemy waves are the small popcorn enemies that are like very aggressive and shoot those nasty spreads. Because they're no longer there, I mean temporarily, that allowed him to destroy those mid-sized enemies at the top that drop lots of disco men, if you destroy them quickly. Мы сделали глич, в котором мы отложили спавн неприятных мобов, которые стреляли очень раскинутыми пулями повсюду, которые будет сложно уклоняться. Мы как бы оставили один корабль. Мы пропустили вначале немного врагов, чтобы они зашли за экран, но игра не считает, что они зашли за экран так таковыми, то есть не исчезли. Да, и поэтому игра не все еще не спавнит волну, при этом спавнит другие волны. И тем самым мы более-менее спокойно защищаем волну без лишних монстров, без лишних кораблей. Ясно вообще узнать, что есть такая стратегия. Хотя они назвали это глич. Ну, можно назвать гличом, да. Ну, наверное, это глич, потому что спавнится они волна... должны спавниться, да, по логике. Да. Я тоже не знаю, что сказать.
Нет, ну спидран. Почему? Ты можешь просто находиться на самом краешке экрана, а здесь ты рискуешь, ты должен подходить поближе к противникам, чтобы как можно быстрее их убивать. Также твоя задача, ну, пройти не умерев. Здесь Ну, это особо критично, потому что я да. предположил именно, что типа ты можешь сэкономить время. Yeah, exactly. Больше вопрос был. And this game is hard. Ну, Потерять да. время, It might понятно, not типа look as можно visually проиграть там. overwhelming as some of Сэкономить those время на other том, что shmups, мы убиваем врагов but быстро. the bullet speed is Но если все really, будут убивать you know, the быстро, patterns и are игра very с aggressive and фиксированной the bullets are длиной, very то fast. как It's a можно very будет это hard считать game спидраном? to actually play. And keep in mind as well that the playership moves incredibly fast when he's playing Третий босс. 4 like this. So precision dodging is very difficult. Еще один корабль, который разделен на 3 сегмента. Здесь посложнее немного рейдить, если не знаешь паттерны. If Достаточно you быстрые и большие хитбоксы имеют. Огромные большие пули летают туда-сюда, пускаются лазеры, выстрелы. Мы расстреливаем его, кидаем в него ракеты. Ой-ой-ой-ой. Yeah, and another thing too is that enemies in this game don't have like a ceiling radius. If you're close to enemies in most shmups, they won't shoot at you if you're very close to them to make it feel more fair to the Nice. player. But in this game, if you're right on top of an enemy, it will just shoot you. Изи. So point blanking the way that he Это был does третий is very стейдж. dangerous. Yeah, there are a few exceptions, but overall you have to be 5 very стейджей, careful. получается, я For что-то sure. посмотрел, там And слева now he cleared показывается boss скор, 3, which is там как 5 very crazy. мест, Because there are что some ли. very chaotic Да. patterns. I don't think he used Получается, he even 5 used the стейджей. bomb on it, so that is No, Выяснили insane. только что. Yeah, really strong survival play Да, right тут now. недавно through stage объяснили во время Stage 4 битвы с is прошлым pretty боссом, intense. что I believe he said he thinks it's если the я most правильно difficult stage in the понимаю, game, игра- assuming that stage 5 goes decently. враги Yeah, в things игре, can go wrong они будут стрелять more тебе, даже easily, если ты находишься прямо and especially in the в них, later грубо говоря. section of the Прям stage, перед there are экраном. segments Да. with like ground enemies. So Что he может better помешать немного has to be in с sync геймплейной with his точки зрения. rounds. And because those ground enemies do not spawn dynamically. Так. Right, you have the interplay of the airborne waves that do spawn dynamically based on how quickly you kill the previous wave, and then also there's some waves that are kind of static, that are grounded enemies or mid-sized enemies or kind of Разбираем mini-boss все type волны. things. And especially in stage 4, that becomes really important because there's so many enemies, so much happening all at once. Yeah, and so far he's doing very, very well. One of the challenges as well in Пока this что очень stage, хорошо if you проходим на let самом enemies деле. alive a little bit too long, Прям you can get instantly punished because there's some enemies that fire like fast aim shots and others that shoot long lanes of Так. bullets that basically deny you новая lots of волна. screen Появились space. корабли, которые стреляют Because you're синими moving all over the place and пулями you want to collect the в base token рядочек. and have рядочку. the, a grooving party Ну, on очень the- быстро on также the dance отлетают. floor. You really need to have that screen control. Yeah, and speaking of screen control, once again, just on point with the missile drops here, Мгм. taking things Так. out right away as they come on the screen. Nicely done. Тоже сложные противники с достаточно And раскинутыми the выстрелами. This command chain is still very strong. So Yeah. despite that accident in stage 1, he's now doing very well on that front. Да, как объясняют, Yeah, let's в принципе, let's not curse кроме it. первого стейджа все пока что идет uh, хорошо. Oh man. Мгм. Надеюсь, не Yeah, сгладит. this is really solid right now. Because Yeah, good bomb there. That was pretty gnarly. one thing that Klex wants to do as well, in order to get as high of a score as he can, is to never lose any lives. Because there are several Ну и reasons да, for that. и Like, традиционно at the end of the спидраны game, таких if игр, you clear it, you get ну, a bonus шмапов for how заключается many в том, lives чтобы and bombs you have in stock at the набрать end. как можно And there's also a большее количество secret очков. boss, which you can trigger, but only if you never lost any life Да, during the это run. должно You быть can как use часть bombs, спидрана. but you can't lose Чего any это life. аркадная And игра? that is, Ну, вообще easier said обычно than done. шмапы спидранят тем, for что sure. пытаются набрать как I можно also want больше to call очков. attention here to Так placing the называемые missile at the 1cc very bottom of the раны. screen because he knows that there's going to be some enemy waves coming from below. This is the only time in the game that really happens at this scale, but it's really important if you don't want to just instantly dive getting rammed from behind. Yeah, and what's Так, interesting as well и... is that the chain О, reaction четвертый was босс. very visible there. На этот So раз с 50 метров he didn't have состоящий to keep из центрального dropping ядра missiles. и Just the 4 explosion of the first этих enemy вот by the щитов, которые missile защищают, и ему made стреляют. the subsequent enemies Уй, die какой to неприятный the паттерн. reaction, the chain reaction. Mhm. And now boss 4, which is pretty difficult, especially with the missile sub-weapon. Yeah. Да, because you have to неприятный destroy, босс. like, all the parts individually, and По there's нему no прям видно. piercing Сейчас нужно уничтожить все вот damage эти like you части could по have with бокам, the висящие. roll sub-weapon. But so far, like, he managed to destroy a few parts. Destroying a part on this boss was also Отлично, stunned уничтожили. boss for, like, Теперь maybe a берем second центральное or ядро. so and clear the screen of bullets.
That gives you enough time to breathe, but just barely enough. И босс прямо душит. Босс не дает время продохнуть. That is scary to watch. Yeah, this is this is pretty tense. И ведь это предпоследний босс, And when по-моему, you think it's over, Yes. it's Да, not это- over. There's still more. Да-да. And Но еще вроде как, если мы не умирали ни разу, то мы должны активировать секретного босса. Бонусный стейдж. Ага. Экстра Very стейдж. Two is fine for survival. So far, so Okay. good. Like, Для тех, кто wow. слишком крутой. Yeah, and I think that was full chains for stage 3 and 4, which is really, really nice. Yeah. Like, И переходим на финальный he стейдж. now has 4 lives in stock. He has 1 bomb, which is not a lot, but the stage 5 has a few bomb drops, so he will get more, very likely. So this run for now is doing well, and we've cleared stage 4, which was one of the scariest stages. But doesn't mean that stage 5 is easy, because that's very far from the truth. Yeah, Ну да, stage он 5, тоже скажет, что he четвертый described it as стейдж kind of достаточно сложный был. momentum-based, where, you know, it starts Ну, off going пятый well, тоже страшный usually по-своему. going well, but if things go wrong, you know, you gotta course correct really fast, or they can spiral out of control very quickly. Yeah, and I've seen some practice runs where things seem to go well, but even a single death can just like break the entire momentum, and you're no longer in the rhythm and the groove of the stage and the game. Oh yeah, but I think he's feeling it right now. Yeah, he's feeling the fever. Да, Фивер. Райнер очень сильно сосредоточен сейчас на игре. Угу. И поэтому комментаторы шутят с него с того, что он чувствует ритм. Чувствует. Чувствует раш, скажем так. Раш, кураж, да. Дать им еще одну бомбу, потому что он запятую что в угол. Мне очень нравится, как в этой игре есть даже Nice. That's wonderful. музыкальный плеер, если Yeah, так можно будет назвать Klex его. is a very Ну inspiring да. Где player, справа снизу and, пишется especially трек, his который feats играет on Dangun сейчас. Feveron also inspired me to play this game Дает some такую more and get динамику. my own clear. Мгм. I don't know, I have Слева like, еще a танцующие scoring эти potential, I mean, солдаты. a score as Мгм. high as his, but I mean, it was Мужики interesting to see танцующие. him Ну да. push this game to the limits Мужики, and мужики just танцуют keep под диско. playing the game. The passion for disco, because disco is not dead, as you know. Комментаторы Disgrace тоже not успели dead. пошутить, I've да, also про это. seen Klex play this wonderful game at some other events, and he was able to clear it. So maybe he's gonna clear it once again. That is looking very good right now because he still hasn't lost any life, even Yeah. has like 2 bombs. And he's Так, ну, halfway through the кстати, stage, I мы think. We're gonna be успели reaching восполнить свое soon количество the бомб, у нас ground уже 3 section, I бомбы. think, with some giant tanks. Говорилось, что он тут есть один дроп. Что он Ну, может дропов взять его. явно Yeah, there was не definitely, больше, не uh, 3, а some не один, concern а heading больше. into this run. He Справедливо. wanted to get the clear, Да. to demonstrate Ой-ой-ой. some high-level scoring strategies, but Наземные also to get the юниты clear. And so, достаточно противные. you know, right now, fingers Да, не во crossed всех that шутмапах that такого holds космического true. плана всегда самые Over the противные course- именно те, что с Yeah, земли oh нападают на себя. My goodness, yeah, you can Почему-то see их все время очень Klex, сложно доджить, потому что они стоят вроде как на месте, но при этом они just толстые. reacting to those things. And the bullets are so И они fast. обстреливают вообще все поле, It's закрывают very себе hard, все пространство to воздушное. react to them when things go a little bit off route or Да, и when the bullet is headed your заранее way. убить Sometimes очень сложно. you just get shot and you don't even know what hit you. Мы опять еще использовали еще одну This бомбу. is really a game where Кстати, you подходим have к to know боссу what's уже. coming and kind Мы of должны подходить уже preemptively к act боссу. instead of reacting a lot of the time, especially deep in stage 5 like this. Вообще, интересно and было бы no глянуть на miss спидран pace. данной игры в кооперативе. Absolutely, and потому even что more so with the на два missile игрока sub-weapon where you really have to кооператив- know your аркада. routes. But it's so rewarding because you can see the Я думаю, cycle of категория enemies, like, kind конти of есть looping, like enemies from the 100%. beginning of the stage are like Это игра вообще не на СРКоме, поэтому... the giant disco ball. Ну, бывает тогда. Stage 5 boss, the final Ладно, obstacle. начинается последний босс. It's such a tough boss. Да. It's so Последний. hard. This first И pattern последний alone босс is это, really gnarly, especially with a higher speed ship like this. Yeah, unlike many не знаю, это очень games, странно there's no выглядящий focus корабль, mode, похож so на he has to have that high камеры с speed Half-Life, the только whole красного time. цвета. It's good for scoring, but to Это dodge these мне patterns, напоминает it's getting немного... a bit Я не difficult. помню, как называется, но Yeah. в Зельде, в Especially оригинальной, with the были штуки, которые rapid acceleration and летают, deceleration of пока, the bullets пока here. The летают, blue ты ones не that можешь их turn, типа the убить, green ones когда они that just приземляются, slow можешь and убить. linger on the screen. Да, да, да. Это вот что-то такое напоминает, только Probably for здесь. scoring reasons, because if you Нету- bomb, it also freezes the disco man. So it helps you нет. collect them. There was one that was about to Такой fly без away. крылышек, короче. Обратное And, правило. he Пока, didn't want когда to он miss it. стреляет, ты можешь его атаковать, по сути. Okay, and я так now понимаю. he's Мгм. Хотя он he has слишком damage урон enough закрыт. mini да. Нет, почему просто mini можно наносить ему урон и disco все. balls around the Сейчас нужно core, уничтожить so that эти the boss has, like, moved on to the, небольшие like, кружочки, new которые phase находятся with вокруг у new него да, основного да, ядра. да. green bullets. And
Klex is gonna try and get like a И secret phase. босс выглядит очень He's gonna сложным. get И... that Окей. central orb, that А, это crystal ball, секретная that фаза. opens up There you only, go. like, oh, and he got it. Nice, very nice. So Начинается this very phase, nice. there's basically a pattern Я to даже hit. не знаю, как это So назвать. he managed to get this pattern. Это by уже не damaging Bullet the Hell, center это уже orb Rocket when it was Hell. opening, and not Начинается killing КТБ all только в the обратную mini сторону. orbs around Кто it. знает, Because тот if he знает. killed all those, Я не буду объяснять, the что boss я would имел в use виду. another pattern that is a lot Ладно. harder, and Klex doesn't want that. So you can see how this pattern is. It's a tough, lots of aimed bullets. So Klex is very careful. He doesn't want to get hit by those missiles, but he managed to do it. Oh, and Жесть. final phase Да, now, получается, I think. последняя фаза, как There's a говорят few more patterns босса. coming up, but Мгм. he still has one Да. bomb. Maybe we're gonna see. Come on. Oh man. Окей, I- это, I- это выглядит не очень приятно, но похоже... What's happening? Окей, Ну, он... похоже, мы прошли. Да, Yo, let's go. молодец. Oh my goodness! This is Fever! Groovy! Окей. Бонусный стейдж. So here we go. Да. И бонусный unlocked that стейдж. secret boss we were talking about. Yeah. Okay, He so won this, like the game. Oh Теперь my. это финальный босс This is в данной insane. игре. Это суперфинальный босс. Да, Wow. супер-супер And финальный. now I guess we can sort of relax because there's a fun fact about this secret boss is that Ага. due to the way the player invincibility works and how the player is invincible for the post-boss sequence, well, Klex is now invincible as well because in the Japanese version of the game, which is what Klex is playing right now, the developers forgot to remove said invincibility for the true last boss. Короче, каждый раз, когда мы проходим босса, у нас наступает как бы экран с титрами, и в этих титрах наш корабль неуязвимый. Проблема в том, что здесь после титров, точнее после босса идет как бы другой корабль-босс, и в японской версии забыли починить то, что выбирать неуязвимость, да, время этого босс-файта, и поэтому мы просто... Ну, в принципе, просто считаю, стоим. это бонусный. О, это двойные очки. Congratulations, Klex. all right, and I believe Yeah. it's time. Yeah, there should be time. Получается, мы закончили с этой игрой. And then, Да. oh, excuse 2051? That was a 2051, 9 миллионов очков. That was insane. And that 13 million points. Раннер не верит, что он вообще прошел Yeah. это без смертей. 13.2. Не знаю, как можно с такими очками не верить почему-то. Oh, Как он сказал, он почти ПП сделал. yeah. Да. Ну, он слил чейн. Странная механика игры, которую я до сих пор не понимаю. Там, получается, когда ты убиваешь мобов последовательно, у тебя накапливается там типа плюс 10, плюс 20, плюс 30. И чем больше ты поддерживаешь, тем лучше, тем больше очков ты получаешь. А, ну комбо, короче, да. Окей, Да. ладно, я понял. Сейчас сбил камбуху. Yeah, I added an extra like 2 minutes just for the true last boss, just in case, and it turned out. Получается, он на 2 минуты I подсел am ПП. shaking, my hands are отошел. numb. That's Да. enough group for one day. Но все очень хорошо. That was awesome. Солидный. That was insanity. 13.3. 13.34. That was, yeah, I definitely would have PB'd if I. Oh, it's all down to one disc. А, и говорит, что он бы побольше, если бы он сделал скорчей побольше. 15,3 миллиона это, оказывается, недостаточно для него. But you know what? Maybe that one disco man was the one who gave you the strength to then go on and one life the game and I was face the like, I TLB have to do it for him. for Steven over here. Я все еще не понимаю, как он может сидеть с двойными очками, когда солнцезащитный у тебя перед тобой еще I находится. think that's about it. I don't wanna, Это называется свэг. the stream it up. I Диско just свэг. want to say Хочу thank you напомнить. so much, GDQ, Да. for having me in here. It's been a pleasure. I hope and I'm Так сказать, something funky with a guy. wonderful time. Oh yeah. Absolutely. Thanks for the show, man. That was Yeah, thank you. That was an awesome run. Well, okay, a couple of things. First and foremost, thanks to my commentators for Ну, accepting. и сейчас буду шатаут от самого раннера, который все это время молчал. A big thank you to Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, and GDQ staff for making this thing possible. Да, It's been спасибо комментаторам, a спасибо lifelong dream of mine since друзьям, I спасибо saw маме, that спасибо GDQ папе, is спасибо going to ГДК. 2014 to do something kind of like this with Dangun Feveron, Почти which буквально was перевел. a big heartfelt passion for me. On that note, shout outs to Jamers and Lethe
who are grinding down the scores like really, really strongly. And if you are interested in all of that, I can always recommend you the full extent of the jam by Prometheus that talks about this wonderful journey up until the point where you were disco dancing in front of a lot of people on Twitch. And last but not least, a big thank you to the Restream, especially le French Restream, la famille, gardez la pêche. I love you Да. so much. Еще Thanks бы to Amy and Shasha, my super шатаут всем commentary. рестримам, And особенно that's французскому about it for рестриму. me. I hope everybody had a great time. We've danced a lot, and dancing is what makes people happy. So